Зачем нужны болезни? Есть три возможных варианта ответа. Первое. Болезни не нужны. Второе. За грехи наши, для того, чтобы мы поняли, что мы неправильно живем и что-то подобное. Карма. И третье. Для выживания вида. Все эти ответы ни на что не отвечают. Зачем нужна болезнь человеку? Зачем она нужна животному? Зачем болезнь нужна растениям? Ведь они есть. Если мы скажем, что не нужна, ну тут я не соглашусь. Почему? Да в природе нет ничего ненужного вообще. Все для чего-то как-то используется. В том числе используется живыми организмами. Все, что мы получаем, мы перерабатываем в пользу себе. Болезни нам становятся за грехи наши, чтобы мы поняли, как мы неправильно живем. Тогда почему болеют животные, почему болеют растения? Им-то за какие грехи? Им-то что нужно понять? И третье, болезни для выживания вида. Я уже спросил, я переиначил вопрос, а зачем болезни человеку? И если существует такая болезнь, например, как липома, псориаз, они что, убивают индивидуума? Нет. С ними человек может болеть всю жизнь и прожить большую, длительную жизнь. Если слово псориаз большинство знает, то липома, это жировик. Доброкачественная опухоль. И она не мешает никак жить. Есть шишечка под кожей, и есть. И каким образом это тогда сказывается с выживанием вида? Да никаким. В этом случае подобные мелочи ученые медики отбрасывают. Что об этом думать? Так зачем нужны болезни? Это канал «Аппаратная психотерапия» и я ее автор и ведущий, доктор Родион Кузнецов. Вот уже четверть века я занимаюсь проблемой математического моделирования нервной системы. И на этом канале я рассказываю, каким образом эту модель можно использовать в прикладном значении. Как, понимая принципы работы нашей нервной системы, мы можем улучшить свое здоровье, физическое и духовное. Как, понимая эти законы, мы можем стать успешнее, счастливее. Так зачем нужны болезни? Дело в том, что по нашей нервной системе, по нервным волокнам, не протекает здоровье, не протекают образы, запахи, звуки. Нет. Только электрические сигналы, которые мы называем нервными сигналами, нервными импульсами. И для того, чтобы нервная система работала, нужна энергия. Нервная система – это совершенный электроприбор, который потребляет огромное количество энергии, колоссальное количество энергии. Все это должно работать. Откуда мы берем эту энергию? Всю энергию для работы нервной системы, а значит и организма, который зависит от работы нервной системы, мы получаем от рецепторов. От этих вот сипусенек. Каждый рецептор способен выдать 10 минус 9 ватта. Цифра вроде бы вообще никакая. Но, учитывая их продуктивность, учитывая их количество, речь идет о мегаваттах электроэнергии. Естественно, все это одновременно не срабатывает, но, тем не менее, это потенциальная энергия, которую человек способен выработать. Мы же получаем эту энергию. Что нам еще нужно? Но энергия должна образоваться, энергия должна пройти, и энергия должна использоваться на какую-то работу. Вот момент образования самый простой. Рецепторы сломать практически невозможно. Они вечные, их так много, и они настолько крепко, старательно сделаны природой, их эволюция уже миллионы, сотни миллионов лет не менялась. С работой тоже понятно. У меня есть сигнал, я его отправлю на периферию. Так вот, самое тонкое место в организме является доставка энергии от рецептора в центральную нервную систему. И именно момент доставки электроэнергии в центральную нервную систему является самым тонким моментом во всей этой процедуре. Именно он страдает. А он страдает каждый раз, когда мы переносим какой-то воспалительный процесс.
какую-то боль, травмы, инфекции, происходит сброс сигналов с несущего нервного волокна на соседние. Увеличивается количество волокон, по которым необходимо проходить сигналом. И следовательно, увеличится количество путей, увеличится общее сопротивление. И количество энергии, поступающей в мозг, становится меньше. А при чем тут болезни? Ну, переболел, все, дальше это все нормально. Так вот, сформировались рефлекторные комплексы. Огромный рефлекторный комплекс. И что это такое? По сути, это просто связи между нервными клетками. Чтобы они сформировались, нужна дополнительная энергия. Когда мы получаем вот эту энергию боли, воспаления, они формируются. И в дальнейшем они должны работать вот на этой энергии, на той энергии, за счет которой они и сформировались. Какой? Я уже сказал, что всю электроэнергию нам дают рецепторы. Рецепторы можно разделить на две большие группы. Внешние рецепторы и внутренние рецепторы. Внешние получают энергию от окружающего нас мира. Земля, вода, солнце, что угодно. Внутренние отвечают за реакцию на изменения внутреннего физико-химического состава нашего организма. Но резкое изменение этого состава мы воспринимаем как боль. То есть для того, чтобы нервная система работала, существует всего два источника энергии. Это окружающая нас Вселенная и наша внутренняя боль. Не наша внутренняя Вселенная, а наша внутренняя боль. Но почему нам не пользоваться только внешними рецепторами? Да мы ими пользуемся. Когда мы здоровы, исходно, дети в большинстве случаев, они и здоровы, они еще не подвержены этим хроническим заболеваниям. Не говорим о генетической патологии, да? Они здоровы, они энергичны, они получают мир извне. Да, мы стараемся всячески эту энергию у них забрать, мы их кутаем, заворачиваем, не даем двигаться, еще какие-то меры дисциплинарного воздействия. Но, тем не менее, исходно они здоровы. Даже наше воспитание, наш уход за ними, они способны все-таки скомпенсировать. Но образовались эти пути высокого сопротивления. И теперь энергии внешних стало не хватать. Что делать? Приходится задействовать внутреннее. Я уже сказал. Но получить много энергии с внутренних рецепторов мы можем только в одном случае. Если это будет боль. Сначала это будет боль без органических изменений. Потом это превращается в хроническую болезнь. То есть хроническая болезнь для нас – это альтернативный источник энергии. И говорить, что она не нужна, ну хорошо. Давайте я приведу достаточно такой жесткий пример. Онкология. Онкологи, опытные, грамотные онкологи, до последнего не дают пациенту наркотики. Почему? Потому что они такие жадные, противные, вредные, потому что им лень писать наркотические листы. Да они напишут один раз. Дальше будет участковый терапевт выписывать. Нет. Они знают по опыту, что с момента, когда пациент садится на наркотические препараты, онкологический пациент, и до момента, пока он не умрет, проходит 2-3 месяца. Почему? Да потому что наркотики, они прерывают болевую пульсацию. Но они не действуют избирательно, они прерывают прохождение сигналов вообще. Они уменьшают количество энергии, поступающей в мозг. Мозг становится все менее и менее работоспособным. И наступает смерть. Потому что мозг уже не контролирует тело. Мозг не может его перестроить. Слушайте меня внимательно, я не предлагаю отменять наркотики. Я просто привожу конкретный пример. Лечение должно быть таким, чтобы уменьшить сопротивление нервных волокон, увеличить количество внешней импульсации от внешних рецепторов. Таким образом, мы не можем повлиять на Солнце, да? Мы не можем заставить электромагнитное поле Земли увеличиться, уменьшиться. Нет. Но все виды физиотерапевтического воздействия, они направлены именно на это. На то, чтобы увеличить
раздражение внешних рецепторов. Массаж, соляризация, купание, все мы стимулируем рецепторы. И в каких-то случаях этой энергии становится достаточно, чтобы пробить те блоки, которые возникли во время заболеваний, и восстановить исходные пути. Но так как наша физиотерапия в принципе никогда не ставила такой задачи, они работают всегда по принципу, а вот когда-то это использовали, это сработало, давайте это будем делать. А почему, как? Такие объяснения иной раз слушаешь, уши заворачиваются. Я однажды спросил профессора, заведующего кафедрой физиотерапии, а почему вот в ваших аппаратах физиотерапевтических используют такие частоты? И мне доктор наук ответил, да потому что они в аппарате такие заложены. Классно, да? Не студент какой-то, ничего не знающий, а именно человек, который всю свою жизнь занимался именно физиотерапией. Они не задумываются над этим вопросом. А что можно в этом случае сделать? Именно в то время, когда я и общался с этой профессурой, я создавал метод аппаратной психотерапии аудиокатарсис. Это физиотерапевтический метод. С помощью звукового колебания. Звукового только потому, что это самый простой в техническом исполнении вариант. Увеличить количество импульсов, поступающих в мозг за счет гармонизации сигналов не человека, не вселенной, а именно за счет максимального количества сигналов, который может пройти по конкретному нервному волокну. Восстанавливается проводимость нервных путей. Каким образом происходит? Вы можете посмотреть видео о том, как работает аппаратная психотерапия. Сейчас маленечко другого. Как проводится аппаратная психотерапия? Вы надеваете наушники, и все. И вы занимаетесь своими делами, своими обычными делами. Все остальное аппаратная психотерапия делает сама. Она восстанавливает проводимость нервных путей. И очень скоро вы заметите, что ваша энергичность, ваша работоспособность выросла в разы. Почему? А потому что той энергии, которую вы получали, стало хватать. Мало того, вы заметите, что у вас уменьшились боли, у вас уменьшились проявления каких-то хронических заболеваний. Почему? Да потому что она стала не нужна, эта болезнь. Вы теперь обходитесь без нее. Вы получаете рецепцию от внешних сигналов, от внешних рецепторов. Я предлагаю попробовать этот метод. Почему попробовать? Да потому что после регистрации на сайте первые 5 суток вам дается бесплатно. Для того, чтобы вы испытали на себе, что это действительно работает. Если вы будете четко соблюдать инструкцию, которая дана на сайте, то вам поможет. Если нет, ищите свой путь восстановления, выздоровления. Этот метод не для вас. Проводите сеансы аппаратной психотерапии. Восстанавливайте свои нервные пути. Избавляйтесь от хронических заболеваний. Будьте здоровы и счастливы.